Друзья, я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы будем делать плов а-ля. Почему а-ля? Будем его делать вместо риса с птитим, макаронные изделия в виде риса. Но по технологии немножко другой. С чего мы начнем? Мы начнем с обжарки курицы. Доведем ее до румяного состояния со всех сторон. Выймем курочку. В этом же масле мы поджарим лучок и морковку. Ну и смотрите дальше, как будет. Поехали! Вот такие, друзья, четверти мы взяли с бедрышки. Давайте мы немножко обработаем их, лишнее срежем. Жирочек трогать не будем весь. Только если слишком много, мы его срежем. Вот так. Вот так. Спинку мы будем использовать для супа, для бульона. И то же самое мы сделаем с другой частью. Вот такие красивые четверти, друзья, мы взяли для нашего блюда. Давайте их просушим. Вот так. Вот так. Просушили со всех сторон. Давайте сейчас отделим бедро от голени. А как отделять, мы уже с вами говорили. Вот проходит здесь белая полосочка. Вот по этой полосочке нам нужно резать. Видите? И точно попадаем на суставчик. У нас здесь специи, чтобы замариновать мясо. Здесь черный перец, чеснок, соль по вкусу. Четверть черного перца, чайной ложечки, пол чайной ложечки сухого чеснока, ну и соль по вкусу. Все это размешаем, давайте, друзья, и посыпем на курочку. Вот так. Теперь перевернем на другую сторону. То же самое мы сделаем на другой стороне. Вот так. Давайте все это хорошо промассажируем, курочку нашу. И немножко добавим масла. Масло будет проводник специй в мясо куриное наше. Ну, вот так, друзья, и оставим на минут 10. Пусть оно маринуется. Значит, друзья, сотейник нагрелся. Давайте упакуем нашу курочку. Мы не будем добавлять масло. Если добавим масло сейчас, и оно будет горячее, будет брызгать на кухне. А мы с вами учились. Нам это не надо. Ну, еще одну можно положить ножку, и все, хватит. Доску можно отправить. Пока обжаривается курица, давайте почистим овощи, которые нам нужны для приготовления. То есть лук-порей, репчатый лук и морковка. И нарежем лучок, друзья. Моя любимая нарезка — четверть кольца. Лук-порей можно тоже порезать пол кольца.
Вот так. Вот так. Все, еще немножко. Отлично. Видите, ничего не брызгает. Ничего не брызгает, потому что мы курицу, во-первых, просушили немножко. Это первое. Во-второе, мы не добавляли масла и не бросали в это масло холодную курочку. Сейчас она нагреется с одной стороны, станет румяненькой, мы перевернем на другую сторону, и тогда мы нальем маслица. И стрелять не будет. Ну все, я думаю, можно переворачивать ее. Смотрите, какая красота. Посмотрите, какая курочка у нас стала. Вот такая красота, друзья. Давайте добавим немножечко маслица. Чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Столовую ложку, больше не надо. Поможем курочке жариться. Но я в этом блюде, друзья, люблю сделать маленький кубик. Ну как маленький кубик. Сейчас я вам покажу примерно какой. Вот такой, друзья, кубик. Вот такая, друзья, нарезка у нас на наш плов а-ля. Или а-ля плов. Курочка запахла. Идет процесс. А что мы взяли для нашей зажарки? Мы взяли красную паприку, чайную ложку полную. Мы взяли куркуму, пол чайной ложки. Ну, с горкой можно. Или же чайная ложка без горки. Друзья, мы взяли зиру, пол чайной ложки. И черный перец, друзья, по вкусу. И пол чайной ложки кориандра. Ну вот еще немножко. Будем вынимать курочку. Отлично. В отдельную посуду. Ну все. Смотрите, какая красивая курочка. Вот так. Вот так курочка наша отдыхает, друзья. Расслабляется. Сейчас мы будем сюда забрасывать лук. Вот такой запах, а? Вот такой запах классный. Друзья, лук мы будем жарить сейчас до прозрачности. Вот пахнет лучок, а? Класс. Ну, еще немножко будем отправлять морковку. Отлично. Вот так. И мешаем все. Лук-порей мы пока не бросаем, потому что чтобы он у нас не горел. Ну и пусть все это тушится, друзья. Добавили лук-порей. Давайте все это перемешаем. Ну и не забывайте периодически
Друзья, помешивать, чтобы оно не пригорело. Потому что масло мы еще добавлять не будем. Маслица мы добавим вместе со специями, друзья. Ну вот, друзья, освободим немножко места. Добавим немножко масла, друзья. Немного. Вот так. И в это масло рассыпем наши специи. Огонек мы сделали меньше, чтобы специи не горели. Вот так. Сейчас тщательно все перемешаем. Вот, друзья, добавили немного говяжьего бульона, чтобы легче было разойтись специи и протушить наш лук с морковкой. Сейчас, когда выпарится бульончик, начнем жарить опять. И тогда будем добавлять наши птити в виде риса. Обязательно присолить, друзья. Обязательно. Перемешать все. И не спешите пробовать. Пусть оно все подружится. Друзья, пока зажарка наша жарится, мы включим духовку на 180 градусов и пусть себе греется. Ну вот, лук наш прожарился с морковкой. Давайте равномерно распределим. И возьмем наш а-ля рис, то есть они же птитим, и равномерно всыпем по всей поверхности сотейника. Чем не рис? Посмотрите. Чем не рис? Настоящий рис. Давайте немножко его прогреем, распределим. Сейчас мы его перемешаем. Вот так. Немножко прожарим его. Пусть прожарится, а мы приготовим пока бульон. Приготовим бульон, друзья. Вот так, одного кубика нам будет достаточно. Сюда входит 600 мл воды, 700, если полный, 700 мл воды. Этого нам будет достаточно. Значит, кубик мы бросили, сейчас его растворим. Вот так. Ну и вольем наш сотейник. Вот так. Распределим. Вот так. Чтобы только закрыло. Ну и осталось нам просто взять наше мясо и красиво уложить наверх. Вот так. Ну и добавим бульончик, который у нас остался. И обязательно, друзья, черный молотый перец. Значит, что нам осталось сделать? Закрыть фольгой и поставить духовку на температуру 180 градусов на минут 30-35. Вот так.
друзья, и здесь мы используем технологию плова. Мы накрыли фольгой, то есть приготовление на пару, друзья. В смысле птитин, они приготавливаются на пару. А технология плова, друзья. Друзья, мы сняли фольгу, прошло 35 минут. Кстати, какая красота, чем не плов. Сейчас дадим еще минут 10, чтобы образовалась еще лучше корочка на курочке, и чтобы лишняя жидкость вышла. Вот такая красота, друзья. Пахнючая и на вид очень вкусная, друзья. Мы сняли фольгу, пусть она немножко подышит без фольги, и будем вынимать. Друзья, наш плов а-ля готов. Сейчас мы его вынули из духовки, накроем крышкой, пусть немножко подышит и отдохнет минут 5-10, и будем пробовать его. Друзья, не сдержался, попробовал. Вкус обалденный. Обалденный. Посмотрите, как рисинка. Хотя это птитим. Это макаронные изделия, друзья. А выглядят как рис, как настоящий плов. Вкус обалденный. Ну вот, ребят, пришел первый дегустатор. Посмотрите. И чем это не плов? Посмотрите. Какая это красота. Посмотрите. Давайте мы еще возьмем еще немножечко. Вот так. А? Смотрите, какая это красота. Ну и возьмем курочку. Ну, курочка. Ну, птитим получились на славу. И курочка. Дать тебе еще? Ну, уходит на пробу. Смотрите, какая красота. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, любите друг друга, берегите друг друга. Мира и добра вам, друзья, от всего сердца. И хочу поблагодарить своих подписчиков. Большое вам человеческое спасибо, друзья. Плов получился обалденный. Плов а-ля. Пожалуйста, пользуйтесь рецептом, вам будет вкусно, а мне будет приятно. До следующих вкусных рецептов. Чао!